Привет, меня зовут Иван, привет вам из предыдущего ролика. Мы в этом ролике с вами открываем новую колонку от Сбера, от Сбер Devices, которая называется SberBoom Home. Она отличается в первую очередь тем, что у нее есть дисплейчик теперь, который показывать будет то, что нам интересно, время, погоду и так далее. Ну, без лишних слов давайте откроем, попробуем настроить, посмотрим, с какими мы сложностями, может быть, столкнемся на этом пути, как обычно. Первое, что заметно, по сравнению с прошлой колонкой, упаковка более продвинутая. Ну и цена, естественно, более продвинутая. Цену сейчас вот здесь вот вы увидите. Открываем, и тут написано «Салют, включи музыку», «Салют, включи Bluetooth», «Салют, включи детектор шума». Завернуто все, я не знаю, на $1 миллион, я бы сказал. Вот так, не меньше. Есть, видимо, блок питания здесь в комплекте. И вот такая вот упаковочка, коробочка классная. Ну что, давайте откроем саму колонку. Салют, давайте знакомиться. Ну давайте, не будем отказывать, познакомимся. Так, отрывается плохо. Сказал, не отрывается совсем. Отрывается прямо с корнем. Ну, здесь я бы посоветовал, конечно, сделать какую-то наклейку такую посерьезнее. Может быть, это специально сделано, чтобы... Я, пожалуй, даже разрежу. Главное не повредить колонку при этом разрезании. Вот этот мне момент вот не понравился, сразу скажу. Мы любим, когда удобно. Тут еще вот, оказывается, есть такая наклейка-заклейка. Можно было ее. В общем, ребята, надо что-то с этим сделать, чтобы было удобнее открывать. Ну что это такое? Это же кошмар. Колонка. Ох, класс какой. Вот я сразу хочу сказать, что прям топово выглядит. И такой материал, такой приятный на ощупь, мелкодисперсный. Здесь логотип Сбера снизу, разъем USB-C. Мои потные пальцы не оставляют следов, точнее следы остаются, но они сразу исчезают. Ну что, первое впечатление. Тоже синий цвет у меня, как и в прошлом ролике, синий. Но здесь кнопочки нажимаются, уже не так щелкают, а они глухо щелкают, так бы я бы сказал. Слышно как? Так, глуховато щелкают. Ну что, подключаем, да? Мы же будем подключать ее для того, чтобы настроить, проверить. Тут с двух сторон открывается, с какой хочешь. Я предполагаю, что здесь блок питания Type-C-шный, поэтому можно любым кабелем, который у вас есть, Type-C, от вашего телефона или смартфона или планшета подключаться. Весь кабель раскручивать давать не будем, нам нужно-то немного. Так, я помню, что сначала мы подключаем блок питания и подключаем колонку и ждем приветствия. Чик, втыкается нормально, ждем пока что. Он заморгал дисплеем с этой стороны. Чтобы вам было виднее, я вам поставлю, вот чтобы было видно, как он дисплеем моргает. Вот здесь вот видно? Надеюсь, видно. Вот это Привет, я Салют, твой виртуальный ассистент. Сейчас мы вместе настроим умную колонку. Для начала отсканируй QR-код на инструкции или зайди на сайт go.sber.ru. QR-код на инструкции у нас вот здесь вот. Так, мы его сейчас как отсканируем? Включить запись. Запись пошла. Сканируем QR-код. Вот он. Как быстро отсканировался. Переходит на сайт Activation Sber.ru. Включите SberBoom Home. Ну, я его включил. Готово. Теперь перейдите в Wi-Fi и подключитесь к Wi-Fi этой колонки. Все стандартно. Ждем, когда появится колонка в списке Wi-Fi. Привет, нет Wi-Fi. Я Салют, твой виртуальный ассистент. Даже не SberBoom, а Сейчас мы вместе настроим умную колонку. Да, сейчас нас Для начала отсканируй QR-код на инструкции или зайди на сайт go.sber.ru. В этот раз сразу подключилось. Может, потому что это более дорогая колонка. Так. И здесь вот пролистываем, нажимаем «Готово». Вот первый раз я не знал, где это пролистать наверх. Подключаемся к Wi-Fi. Пароль у нас запомненный, мы его никому не покажем. Готово. Ждем подключения. В этот раз у нас все проходит довольно-таки нормально. Вот сейчас он будет говорить код, а у меня пока что зеленым не горит. Загорелось. Зеленым ввести код. Сейчас я назову тебе код из 6 цифр. Он нужен, чтобы активировать колонку. Давай, называй. Готов? 3.
1, 1, 7, 7, 5, 5, 3, 9. 9. Подключаем. Подключено. Мы успешно активировали колонку. Вы смотрите, как здорово, как Теперь быстро. я ее обновлю. А знаете почему? Потому что я уже зашел в предыдущей колонке, в настройках, зашел в сайт Сейчас я перезагружусь своего и вернусь к тебе. умного дома Постараюсь Сбера. побыстрее. Да. Главное, не отключай колонку от сети. Да, ну сейчас она будет обновляться. А почему так быстро? Потому что я уже вошел в сайт своего вот этих устройств Сбера, Activation Сбер.ру, и здесь я вот быстренько прошел. Да? А у вас может получиться так, что нужно долго входить в сайт, если у вас там нет подписки или нет учетной записи, нужно будет ее создать, получить вот эти смс-ки, ну и все вот это вот, все, что с этим связано. Сейчас ждем, пока обновится. Пока что. Готово. Чтобы я слышала твои команды и вопросы, начинай их с обращения «Салют». Попробуй сказать «Салют», сколько дней до Нового года. Салют. Сколько дней осталось до конца августа? 1 августа будет через 349 дней. Вот видишь, я всегда готова помочь. Чтобы узнать Это, обо конечно, всех супер, моих но я не это талантах, спрашивал. спроси «Салют», что ты умеешь. Или давай я просто поставлю что-нибудь приятное. Тогда скажи «Салют», включи музыку. Так, мы хотим проверить звук, поэтому салют. Включи музыку. Кино. Мы хотим танцевать. Ставлю. А я разве просил кино, мы хотим танцевать? Ну ладно. Это максимальная громкость, кстати. А, нет, не максимальная. Да. Классно, он басит так. Салют. Салют, 20 секунд вперед. Знаем все, что нам надо знать. Да, бас хорошо слышен. И мы хотим. Салют. Стоп. Вот меня немного беспокоит, что когда я говорю салют, лампочка зажигается не сразу, что она меня услышала. Ну и в прошлом ролике мы с вами пробовали, как она вот в этом смысле с гигачатом-то, да? Я даже не знаю, что такого спросить, чтобы это было не очень просто и в то же время, чтобы проверить искусственный интеллект. Ну давайте, что ли, спросим. Салют. Назови, пожалуйста, 10 самых популярных туристических мест в Москве. Музей огни Москвы, Переделкино, ресторан в темноте, Савинское подворье, обсерватория Московского планетария, район Москвы, Китай, город, улица Солянка, улица Варварка, Сретенский монастырь, Спасская башня Кремля. Ну, здорово. Это уже как-то получше. Салют. Скажи, пожалуйста, 10 мест в России, которые нужно обязательно посетить всем туристам. Красная площадь, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, Байкал, Казань, Карелия, Камчатка, Сочи, Алтай, Сахалин. Супер вообще. Звучит как план. Ну, мне больше нравится. Так, ладно. Салют, скажи, пожалуйста, какие самые лучшие отели ты советуешь для отдыха в Краснодарском крае? Эй, алло, салют. Скажи, какие отели ты советуешь самые лучшие для отдыха в Краснодарском крае? Все зависит от того, какой отдых тебе нравится. Пляжный отдых. Тогда советую Ателика Горизонт или Джамайка Резорт. Это два, что ли? А еще? Орбита или Горки отель. А если активный отдых? Свисотель Красные холмы подойдет. Ну, конечно, понтово. Ну ладно. В любом случае, салют, спасибо. В этом смысле, по сравнению с предыдущей колонкой Сбербум Mini 2, здесь искусственный интеллект налицо лучше говорит. Вообще супер, я бы сказал. Ну, как бы мы поддержали беседу. Ну и я хочу включить, естественно, Nickelback. Салют. Включи Nickelback Animals. Nickelback Animals в эфире. Салют. 20 секунд вперед. Салют. Стоп. Ну, очень плотный звук, очень классный. Салют. Включи лаунж-музыку. Ставлю Energy Lounge. Ну вот для такой комнаты звук просто отличный. Реально. Хотя, конечно, глуховато, но понятно, что здесь нет высокочастотной динамики. Салют. Стоп.
ну, мы можем что сделать с вами? Мы можем сравнить звук с Яндекс станцией Mini 2, которая тоже с дисплейчиком, и которая у нас тут есть рядом поджидала. Посмотрим, какие у них дисплейчики. Давайте у них у обоих спросим погоду, чтобы увидеть, что они будут отображать на экранчике и как. Салют, Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Москве плюс 22, облачно. Сейчас с облачно. прояснениями. Температура Дождь плюс начнется 20 вечером градусов, и закончится ветра ночью. совсем нет. Вечером плюс Температура 25, в среднем а ночью будет плюс такой же 20. до завтрашнего утра. Ожидается небольшой дождь. Еще прикольная тема, Алиса, спасибо. Кстати, Алиса ждет, а этот не ждет. Еще прикольная тема, попробовать заставить их говорить между собой. Не совсем поняла. Вы хотите, чтобы я поговорила с кем-то еще? Алиса, как дела? Все хорошо, спасибо. А у вас? У меня все отлично. А как ты себя Рада чувствуешь? это слышать. Чем планируете заняться сегодня? Они понимают, что ли, что один помощник с другим помощником говорит? Салют, поговори с Алисой. Алиса, поговори с Салютом. Я бы с радостью... Привет, Ну, это Салют. Думаю, ты в курсе, как меня зовут, но мне просто нравится произносить свое имя. Конечно, я знаю, как вас зовут. А вы знаете, как зовут меня? Тебя зовут Иван. Правда ведь? Нет, это меня зовут Иван, а ее так не зовут. Ну, Алиса сообразила, что с ней говорит какой-то помощник, поэтому она отключилась, а вот Салют не хочет отключаться. Ну, что еще? Как выглядят экраны, вы поняли. Единственное, что отличие вот от Яндекс станции Mini 2, мне кажется, у него довольно более яркий дисплей, вот и тут такой менее четкий. Может быть, это и хорошо, не знаю. Но у Яндекс станции Mini 2 есть, во-первых, возможность выключить микрофон. А здесь есть возможность выключить микрофон? Здесь нет такой возможности, по крайней мере, я ее не наблюдаю. И у нее очень важно, у Яндекс.Станции Mini 2 есть 3,5 разъем на выход. И я вот использую ее как источник звука, подключаю к большим колонкам, к усилителю и таким образом кайфую. Здесь такого нет, но это общая тенденция, видимо, этого уже и не будет. Поэтому что еще нам осталось проверить? Может быть, мы убедимся, что на этой колонке тоже работает Bluetooth. Мы попросим Салют, включи Bluetooth. Включай. И радостно, как сказала, что включает Bluetooth, и мы попробуем подключиться к ее Bluetooth. Ну и где твой Bluetooth? Бум. Мини. Салют, включи Bluetooth. Включай. Вот, включил. А я не вижу такой колонки. Как к тебе подключиться? Вот, B866, что ли? Это вот такой Bluetooth, не обозначенный никаким идентификатором. Очень странно, конечно. Очень странно. Сбой создания пары. Нет никаких у меня больше бумов. Сбербум Mini 2 вот есть в истории. Давай, может быть, забыть ее надо. Забыть это устройство. Что у них одинаковые идентификаторы. Ну, вот интересно. Давайте выключим ее. Включим ее. О, Сбербум Home. Вот, появился Bluetooth. Он через какое-то время только появился. Ну, давай, подключись. Я, правда, тебя перезагрузил. Салют. Включи Bluetooth. Включай. Так, Подключено к iPhone 13 Pro Is. вот, видите, получилось, но не сразу. То есть пришлось выключить, включить и вообще подождать. То есть есть важная тема, что если у вас что-то не получается, нужно либо подождать, либо попробовать заново через какое-то время. Это всегда работает с такими всякими устройствами. Ну давайте вот нашу классную новую песню включим по Bluetooth. Как она будет играть? О, классно, как басит. Я бы сказал, очень неплохо. В общем, это работает. И если у вас есть приложение «Звук», «Мой звук», то в нем тоже можно не по Bluetooth, а выбрав устройство, Сбербум, например, да, коснуться, вот так вот, коснуться, все получилось, и она сразу заиграла. То есть даже можно даже не управлять. И управлять, более того, не получится. Получится. Вот он играет. Вот.
То есть это уже идет не по Bluetooth, а через сервис, через централизованный сервис звука передается через интернет. Такие вот дела. Ну, что в целом можно сказать, что мы не охватили еще ее функциональность как хаба умного дома и не подключили вот этот датчик, но я думаю, что это уже не настолько интересующая многих вещь, потому что, ну, датчики, что там с ними, подключил и работает, и многие датчики можно активировать через эту колонку, она как хаб может выступать умных устройств. Попробуйте, мне кажется, дизайн отличный дизайн. И в целом колонка неплоха. Быстро подключается, хорошо работает, звук прекрасный. Не замечено особых косяков каких-то. Классные, отличные материалы. Ну, в общем-то, и дорого, красиво выглядит, да еще и с дисплейчиком, что очень немаловажно. можно заменить ваши часы, которые у вас есть какие-то комнатные, на вот такую вот колонку и наслаждаться. Если вам нравится, напишите ваши впечатления, было ли полезно вам это видео в смысле подключения, были ли у вас проблемы с подключением, какие у вас вообще впечатления от таких устройств. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо, что смотрели. Пока!